Россия готова воевать с США. Ответ Москвы на ультиматум Трампа. Чего ждать, когда срок, отведенный Путину американским президентом, истечет? В Турции заговорили, что война в Украине близится к концу. Взгляд Анкары на ситуацию на фронте. Нет русским песням. В Украине после предложения об отмене особого статуса русского языка заговорили о запрете публичного исполнения песен на этом же языке. Дискуссия не утихает после грандиозного выступления Верки Сердючки. Перехват российских истребителей авиации НАТО и заявление Таллина о вторжении сил РФ в ее территориальные воды. Что дальше? Коллапс в российских аэропортах. Казахстан отказывается от алкоголя, а в Самарканде начался масштабный снос известного здания-монстра стоимостью $3 миллиона. Владелец со слезами на глазах обратился к президенту. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В России пытаются справиться с последствиями крупнейшей хакерской атаки на Аэрофлот. По официальным данным, последствия уже ощутимы. Отменены свыше 100 рейсов, десятки систем остаются недоступными, а компания теряет миллионы долларов и доверие. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту несанкционированного доступа к компьютерной информации. Представители авиакомпании просят людей, если их рейсы отменены, не ехать в аэропорты для того, чтобы не создавать больших проблем и коллапса. Аэрофлот осуществляет операционную деятельность, несмотря на произошедший сбой в IT-инфраструктуре авиакомпании. Совместно с профильными ведомствами и партнерами перевозчика обеспечиваются все необходимые мероприятия по устранению последствий сбоя. Хакерская группировка Silent Crow совместно с белорусскими киберпартизанами взломала внутреннюю IT-инфраструктуру компании и заявляют, что уничтожила около 7 тысяч физических и виртуальных серверов. Атака нанесла удар не только по данным. Хакеры заявляют, что находились внутри сети Аэрофлота целый год, получив доступ ко всем критическим системам, базам данных, переписке сотрудников и даже устройствам топ-менеджмента. Суммарный объем похищенной информации более 20 терабайт, включая историю перелетов, корпоративную почту и служебные файлы. Хакерская группа, напомню, уже успела прославиться. В январе они взломали Росреестр и выложили в сеть данные миллионов граждан РФ, включая имена, адреса, телефоны и номера СНИЛС. Позже ударили по Ростелекому. Silent Crow позиционирует себя как антиавторитарную хакерскую коалицию, действующую в интересах демократии и сопротивления власти в России и Беларуси. В Украине заговорили о запрете публичного исполнения русскоязычных песен и уверены, что такой запрет требует четкого законодательного урегулирования. При этом исполнение песен на этом языке на публике негативно воспринимается обществом и справедливо вызывает неприятие в условиях российско-украинской войны. Об этом заявила новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. При этом на данный момент исполнение песен на русском языке в общественном пространстве не является нарушением закона о государственном языке в Украине. Ивановская заявила, что сейчас идет война не только за территории, но и за символы, язык и идентичность. А сцена и улица — это тоже пространство смыслов, и они должны звучать на украинском языке духовной силы украинства. Это была цитата. Важно подчеркнуть, помимо общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения и юридической определенности. Как для местного самоуправления, так и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования. Украинское общество четко демонстрирует свой моральный выбор в пользу украинского языка как языка сопротивления, силы и будущего. Задача государства – создать для этого понятные, легитимные и эффективные правовые инструменты. Напомню, буквально в этом месяце Ивановская заявила, что в Украине уважение к языкам национальных меньшинств является важным. Однако, учитывая геополитическую ситуацию, необходимо отменить особый статус русского языка в Украине, потому что он является инструментом дестабилизации, говорила она. Напомню, один из самых громких и обсуждаемых скандалов из-за русскоязычных песен вспыхнул после выступления Верки Сердючки в столичном клубе этим летом. После того, как в сеть попали кадры с мероприятия, где звучал русскоязычный
русскоязычный репертуар народного артиста Украины, в украинских соцсетях разгорелась нешуточная дискуссия о том, что такого быть не должно, особенно в украинской столице, которая практически ежедневно является целью для ударных дронов или ракет РФ. Зрители из Украины и украинцы, которые проживают за рубежом. А как часто вы слушаете русскоязычные песни, особенно после 2022 года? Напишите свой ответ в комментариях, и если не затруднит, на украинском языке, чтобы было ясно, что вы точно из Украины. Трамп начал обратный отчет, а Москва пригрозила США большой войной. Одна из обсуждаемых тем последних суток – новый ультиматум американского президента Путину и ответ России. Итак, уже осталось 9 или же 11 дней у Кремля для достижения договоренности о мире в Украине. Свой прежний дедлайн в 50 дней Трамп отменил. Перед тем он обратился к россиянам, заявив, что с любовью относится к народу. Но дело идет к санкциям, а потому Путин должен действовать, говорит Трамп. При этом уверяет, что больше проводить переговоры с ним не желает. Знаете, Россия могла бы сейчас быть такой богатой, а вместо этого тратит все деньги на войну, все на войну и убийство людей. И это для меня просто бессмысленно. Я думал, что он захочет все быстро закончить. Я действительно чувствовал, что это закончится, но каждый раз, когда мне так кажется, он снова убивает людей. Может ли помочь встреча? Вы рассматриваете, как предлагалось, встречу в Турции в августе. Меня больше не интересуют разговоры. Он говорит, у нас такие милые беседы, очень уважительные, доброжелательные, а потом, на следующую ночь, умирают люди. Ракета влетает в город. Недавно, насколько я знаю, в дом престарелых. Но они бьют и по другим целям. Куда бы ни попали, люди умирают. Заявление Трампа положительно было воспринято в Украине. Там вновь напомнили, что согласились на прекращение огня, предложенное США еще несколько месяцев назад. В офисе Зеленского считают, что Трамп дал должный сигнал. Спасибо президенту США Дональду Трампу за твердую позицию и четкий сигнал «Мир через силу». Президент Трамп заявил, что сокращает срок, который он дал Путину для завершения войны, поскольку считает ответ очевидным. Путин понимает только силу, и это ясно и громко донесено. Это принцип, который полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский считает санкции ключевым моментом, а также уверен, что Путин на этот раз не сможет проигнорировать подобные действия США. Мир возможен, если действовать сильно и решительно. Мы неоднократно говорили, и все партнеры это знают, что санкции – это ключевой элемент. Россия обращает внимание на санкции и на такие потери. Мир через силу возможен. Украина, как и всегда, готова максимально продуктивно работать с Америкой, с президентом Трампом, чтобы закончить эту войну достойно и длительным миром. Интересно, но параллельно с заявлениями Трампа активизировался и турецкий президент, который на прошлой неделе говорил, что хочет организовать в Стамбуле встречу Зеленского и Путина. Накануне он вновь заявил, что мирные переговоры состоятся, и намекнул на скорое завершение войны. В условиях роста кризисов и войн в нашем регионе мы ускоряем мирную дипломатию. В войне между Россией и Украиной мы придерживаемся политики, направленной на мир. Мы не попались в ловушку, в которую нас пыталась втянуть оппозиция. На третьем раунде переговоров 23 июля было принято решение об обмене пленными. Мы считаем, что война должна закончиться. Как переговорный стол был создан в Стамбуле, так и в недалеком будущем мирный стол будет накрыт в Турции, и эта кровавая война завершится. Есть и реакция России. Лавров накануне заявлял, что Трамп прагматик, а Путин готов к переговорам. При этом решение Трампа изменить свой ультиматум напрямую глава МИД РФ не комментировал. Лавров уверяет, что Москва готова говорить и с Европой. Но диалог, который мы ведем с администрацией Трампа, показывает, что разумные люди на Западе сохраняются. И у них достаточно серьезная поддержка, как это продемонстрировано развитием событий внутри Соединенных Штатов. Мы открыты к диалогу. Президент Путин об этом неоднократно говорил, с любой другой страной, в том числе с европейскими. На ультиматум Трампа Россия также ответила ультиматумом и заявлением о большой войне между Вашингтоном и Москвой. Медведев заявил, что Трампу не стоит выходить на тропу Джо Байдена. Трамп играет в игру ультиматумов с Россией. 50 дней или 10. Ему необходимо помнить две вещи. Россия – это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути сонного Джо.
Параллельно со всеми этими событиями Bloomberg пишет, что США, по всей вероятности, перебросили свое ядерное оружие в Великобританию впервые с 2008 года. И сделали это настолько открыто, чтобы сигнал был принят Путиным. Сигнал о приверженности США по обеспечению безопасности Европы. Самолет С-17 ВВС США, вероятно, доставил новые термоядерные авиабомбы Б-6112, уточняет Bloomberg. По данным аналитиков в области обороны и на основе открытых источников, 16 июля американский военный самолет с включенным транспондером, что делает его опознавание и местоположение общедоступными, вылетел с базы Кёртленд ВВС США в Альбукерке, штат Нью-Мексико, где расположен арсенал ядерного оружия, и направился на авиабазу в британском городе Лейкинхит. Итак, друзья, что думаете о таком столкновении США и России, переход на язык ультиматумов и жестких дедлайнов? Оставьте свое мнение в комментариях под этим видео, а также, как всегда, попрошу поставить лайк этому видео и подписаться на канал «Время Прядко», если, конечно, не сложно. Для меня это очень важно. Спасибо, и я продолжаю. Чешские дроны с искусственным интеллектом врываются в войну в Украине. Компания LPP Holding создала беспилотники нового поколения, которые не зависят ни от GPS, ни от управления с Земли. Оператор загружает цель миссии, а искусственный интеллект самостоятельно ориентируется с помощью визуального сравнения реальной среды с картой. Без связи, без спутников. Российская РЭП на поле боя сейчас мощная как никогда. Все, что зависит от радиосигнала или GPS, превращается в бесполезный металлолом. Разработчики при этом уверяют, что все, но только не их дроны. Они непробиваемые по сигналу, автономные и смертоносно точные. Сейчас LPP делает по 100 дронов в месяц, но уже готовится штамповать по 20 штук в день. Украина уже получила сотни таких дронов и активно использует их на фронте. На сегодняшний день мы поставили несколько сотен таких систем, включая как электрические, так и системы с двигателями внутреннего сгорания. Мы поставляли их в Украину и планируем продолжать поставки на поле боя, пока эти системы будут нужны. Российский корабль в территориальных водах страны НАТО Эстония заявляет о вторжении российских сил на ее территорию. Таллин требует объяснений. Генштаб Эстонии заявляет, что пограничный корабль РФ Сочи-500 класса «Светляк» незаконно вошел в территориальные воды Эстонии у острова Вайнло и провел там 35 минут. Нарушение зафиксировали военно-морские силы Эстонии. Там говорят, что согласно закону о госгранице иностранному военному кораблю разрешено проходить через территориальные воды Эстонии, осуществляя мирный проход. Но Россия не уведомила Таллин за 48 часов, как того требует международное право. МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ и вручил жесткую ноту протеста. Глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахна назвал инцидент серьезным и неприемлемым. Нарушение морской границы Эстонии со стороны России – это серьезный и неприемлемый инцидент. Это сообщение было передано и временному поверенному Российской Федерации. Тем временем в Литве на момент записи выпуска еще продолжались поиски военного дрона, который залетел в страну накануне из Беларуси. Жители страны видели беспилотник на высоте около 200 метров в последний раз вблизи Вильнюса. После того, как дрон найдут, будет проведено разминирование, уверяют военные Литвы. В целом же накануне в НАТО заявили, что в рамках патрулирования воздушного пространства стран Балтии истребители Альянса 4 раза поднимались в воздух для опознания, перехвата и сопровождения российских самолетов, которые, как заявляется, нарушали правила полетов. В 2 случаях это были российские Су-33 и Су-24. В России этой информации не комментировали. Казахстан отказывается от алкоголя. Еще один населенный пункт стал на путь трезвости. Речь о селе Карагаш. Более 120 жителей добровольно сказали «нет» спиртному в рамках инициативы «Село без алкоголя». И это решение перевернуло их повседневную жизнь. Инициатором стал участковый инспектор, который предложил сельчанам полностью отказаться от выпивки. И, к удивлению многих, люди не только поддержали идею, они сделали ее своим выбором. Особенно активными оказались старейшины, и их слово было решающим. Теперь в местных магазинах ни капли алкоголя, вместо бутылок спорт, работа и здравый смысл. По словам акима района Мадияра Байжуманова, жители не просто перестали пить, они вышли из стагнации, пошли на тренировки, нашли работу, стали больше общаться и помогать друг другу. Я житель поселка Карагаш Айгызского района. Хочу отметить, что в нашем селе полностью прекращена продажа алкоголя. Тех, кто ранее занимался продажей, мы строго контролировали. В результате нам удалось добиться полного отказа от торговли спиртным. Многие жители бросили пить и больше не употребляют алкоголь.
Они устроились на работу и наладили жизнь. Эта инициатива реализована в соответствии с посланием президента Касым-Жомарта Токаева и направлена на укрепление законности и общественного порядка. Последний путь дома монстра. В Самарканде начался масштабный снос здания, которое привлекало внимание своей архитектурной формой, а владелец не имел разрешительных документов на строительство 12-этажной гостиницы на участке для частного дома. Тем не менее, на возведение такой высотки он потратил 10 лет и, как утверждал ранее, $3 миллиона. Теперь все сравняют с землей. В Минстрое уверяют, что здание не соответствует требованиям сейсмостойкости. Газета УС уточняет, что необычный объект, ставший своеобразной достопримечательностью, строился с 2012 года. В 2022 году на него обратили внимание СМИ и блогеры. В Министерстве строительства и ЖКХ Узбекистана тогда заявили, что здание не отвечает нормам и должно быть снесено. В июле 2022 года суд решил, что владелец должен снести объект за свой счет. На протяжении 3 лет он этого не делал, поэтому уже в 2025 году приступили к принудительному исполнению решения. На месте задействована спецтехника, начался демонтаж здания. Перед этими работами хозяин ходил по зданию со слезами на глазах и попросил Мирзиёева вмешаться в ситуацию, так как жалко и денег, и сил, которые будут уничтожены. Уважаемый Шавкат Мирамонович, прошу вас от всего сердца, пожалуйста, вмешайтесь лично и помогите мне решить эту проблему. Я искренне прошу, умоляю, помогите хоть немного. Что это за положение? Что происходит? А что вы думаете об этой ситуации? Как поступили бы на месте владельца и властей? Поделитесь своей точкой зрения. Ну и, друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. И я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.